Привет! Сезон кабачков все еще продолжается. И если вы уже не знаете, что же с ними делать, то вам очень пригодится подборка, которую сделала сегодня. 10 отличных рецептов с кабачками. Репчатый лук достаточно мелко режу. Прямо в кастрюлю наливаю немного растительного масла и на этом масле слегка лук обжариваю. Морковь режу небольшими брусочками и выкладываю в кастрюлю к луку. Обязательным ингредиентом лагмана является зеленая редька, которую я обчищу и режу также небольшими брусочками. Овощей в лагмане должно быть много и разных, поэтому добавляю еще нарезанный сладкий перец, у меня здесь оранжевый. Нарезаю 2 небольших картофелины, все овощи складываю в кастрюлю и наливаю воду. При слабом кипении тушу овощи примерно 20 минут под крышкой. Использую томаты в собственном соку, режу их на небольшие кусочки и отправляю в суп. Ну и какой же лагман без ароматных специй? Кладу немного зиры, растирая ее пальцами, паприку, куркуму, молотый кориандр и черный молотый перец. Добавляю соль и выкладываю замороженный кабачок. Он уже был нарезан таким мелким кубиком. Пару зубчиков чеснока измельчаю ножом, выкладываю в кастрюлю и все вместе протушиваю еще 5-7 минут. Вместо лапши для лагмана сегодня отвариваю цельнозерновые спагетти. У меня из полбы. Закладываю их в кипящую подсоленую воду и варю 8 минут. Даже без мяса такой лагман получается невероятно ароматным, вкусным и сытным. Я взяла несколько ломтиков кабачка и нарезала на небольшие кусочки. Один крупный шампиньон режу тонкими пластинами. И еще для омлета я взяла половинку небольшого помидора и нарезала его на ломтики. На разогретую сковороду наливаю совсем немного растительного масла и выкладываю все нарезанные овощи. Подрумяниваю их буквально пару минут и немного присаливаю. Разбиваю 2 яйца, немного солю и взбалтываю их. Добавляю молоко. Вилкой еще немного взбиваю омлетную массу и выливаю ее в подходящую форму для запекания. Туда же кладу обжаренные овощи и грибы. Отправляю форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Готовый омлет посыпаю измельченным укропом, и к омлету я добавила небольшой ломтик многозернового хлеба. Яркий, нежный, сочный и вкусный омлет. И за то время, пока он готовится, можно успеть сделать очень много утренних дел. Кабачок режу произвольно, не очень крупно. И нарезанный кабачок перекладываю в чашу блендера. И измельчаю его до состояния мелкой крошки. Теперь к кабачку добавляю специи, сушеный чеснок, сушеный лук и тимьян. Солю по вкусу и выкладываю в фарш из бедра индейки, а также 1 яйцо и овсяные отруби. Довожу все до однородного кашицеобразного состояния. Полученному полуфабрикату даю постоять минут 10, чтобы отруби набухли. Противень застилаю бумагой для выпечки и выкладываю оладьи. Запекаю оладьи в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Оладьи, запеченные в духовке, получаются очень сочными и нежными. Подаю их с греческим йогуртом, в который насыпаю немного нарезанного укропа. Ну и свежие овощи, хрустящий огурец и сладкий красный перец. Нарезанный репчатый лук выкладываю в сковороду с оливковым маслом. Огонь на плите минимальный. Поверх лука выкладываю ломтики кабачка и мелко нарезанный сладкий перец. Добавляю измельченный чеснок. У меня сегодня смесь бурого и дикого риса, можно взять просто бурый. Так как он готовится очень долго, заранее отварила его до полуготовности. Рис распределяю равномерно поверх овощей. Добавляю приправу из панциря креветок и лимонной цедры. Приправу эту готовила в предыдущем видео, ссылку найдете в описании. Солю по вкусу и добавляю немного воды. Под крышкой тушу рис с овощами 10 минут. Овощи в этом блюде готовились совсем недолго и получились аль денте. Рис также сохраняет слегка твердую структуру. А приправа вносит в это блюдо легкую цитрусовую нотку и дает вполне уловимый вкус креветок. На хорошо разогретой сковороде с каплей оливкового масла обжариваю брусочки куриного филе. Мясо слегка присаливаю и добавляю острый соус чили, можно взять табаско. Молодой кабачок режу на части и убираю сердцевину, там, где находятся семена. Кабачок шинкую тонкими полосками. Перекладываю кабачок на сковороду к курице и постоянно помешивая готовлю примерно 2 минуты. Кабачок важно не пережарить, чтобы он остался аль денте. Теплый салат перекладываю на тарелку и дополняю свежим мясистым помидором. Салат заправляю оливковым маслом и посыпаю зеленью петрушки. Мелко нарезаю репчатый лук. Выкладываю его в глубокий сотейник и обжариваю на медленном огне с небольшим количеством растительного масла. Баклажаны очищаю от кожицы и нарезаю. Выкладываю в сотейник, туда же отправляю половинки шампиньонов, нарезанный болгарский перец, кусочки помидора и измельченный чеснок. По вкусу добавляю соль, черный молотый перец.
немного молотого кориандра и сушеного майорана. Овощи тушу под крышкой на медленном огне примерно 12-15 минут. Готовятся они в собственном соку. Теперь добавляю кусочки цукини или кабачка и зелень петрушки. Готовлю овощное рагу еще минут 5 и снимаю с огня. Курицу буду запекать в духовке, но сначала куриные части замариную. Взяла голени без кожи и филе куриной грудки. Специи можно добавлять по своему вкусу. Я сегодня взяла сушеный лук, сушеный базилик и орегано, немного черно-молотого перца, паприки и соль. Куриное мясо хорошенько натираю специями и очень желательно оставить промариноваться часа на 2. Сверху форму для запекания закрываю фольгой и курицу буду запекать в разогретой до 190 градусов духовке примерно 50-60 минут. Баклажан нарезаю очень тонкими ломтиками и минут 15 держу его в подсоленой воде. Вымоченные в воде баклажаны значительно лучше, на мой взгляд, вбирают в себя ароматы и вкусы других ингредиентов блюда. Пластинки баклажана выкладываю в 3 ряда внахлёст. В небольшой емкости смешиваю растительное масло, соевый соус, измельченный чеснок и щепотку черного молотого перца. Полученной смесью промазываю баклажанчики. Далее на баклажаны выкладываю слой тонких колечек репчатого лука. Следующий слой филе минтая. У меня филе минтая было в брикете, когда оно не совсем разморозилось, нарезала его на порционные куски. Рыбу также промазываю ранее приготовленной смесью из растительного масла и соевого соуса. И поверх рыбы слой тонких колечек кабачка. Сверху украшаю небольшими кусочками красного сладкого перца и промазываю остатками соевой смеси. Запекаю рыбу с овощами при 180 градусах 35 минут. Рыба, запеченная таким способом, получается очень ароматной и вкусной. Баклажаны внизу становятся мягкими и пропитываются всеми соками. На сковороде без добавления масла обжариваю говяжий фарш. Добавляю к нему мелко нарезанный лук и фарш солю по вкусу. Кладу кусочки моркови, вливаю немного воды и под крышкой протушиваю мясо с овощами минут 5. Кабачок режу достаточно крупно, чтобы он не разбрелся во время тушения. Выкладываю его в сковороду. Туда же отправляю зеленую фасоль и помидоры черри. По необходимости доливаю немного воды. Под крышкой тушу еще минут 5. Добавляю черный молотый перец, сметану и нарезанную зелень петрушки. Под крышкой тушу еще 2 минуты и с огня снимаю. Крупные куски кабачка приготовлены до состояния альденте, так как я люблю. Репчатый лук тонко шинкую. Половину выкладываю в небольшую сковородку или маленькую кастрюлю. Можно взять любую рыбу нежирных сортов. У меня сегодня 2 тушки хека, которые я предварительно почистила и хорошенько промыла. Рыбу по вкусу немного присаливаю и посыпаю черным молотым перцем. В небольшом количестве воды развожу томатную пасту и заливаю рыбку. Сверху укрываю второй половиной нарезанного лука, кладу лавровый лист и на медленном огне под крышкой рыбу тушу примерно минут 20. Хек в томатно-луковом соусе и на гарнир к нему спагетти из кабачка. Готовлю я их так. Кабачок нарезаю в виде тонкой лапши. Можно использовать для этого терку для корейской моркови. Спагетти из кабачка выкладываю в подсоленную кипящую воду и бланширую ровно 1 минуту. Даю воде стечь и сервирую ужин. Готовлю тушеные овощи. Я взяла зеленый лук вместо репчатого. Нарезала его и выложила в емкость, подходящую для запекания в духовке. Из овощей взяла половину перца, нарезала небольшими кусочками. Небольшой кабачок режу кубиком. Также кубиком нарезала мякоть помидора, с которого сняла кожицу и очистила от семян. К овощам добавляю мелко нарезанный чеснок и совсем немного присаливаю. Для аромата беру несколько веточек тимьяна и кидаю в овощи только листики. Можно тимьян заменить на сушеный. Тушить овощи буду в собственном соку. Закрываю кастрюлю крышкой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Перед подачей овощи слегка поливаю оливковым маслом, буквально несколько капель. Кладу несколько помидоров черри и посыпаю мелко нарезанной зеленью петрушки. Осталось нарезать отварную куриную грудку и ужин готов. Надеюсь, подборка вам понравилась. Подписывайтесь на канал, ведь уже в эту субботу выйдет новое интересное видео. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране.